В деревне, утопающей в зелени, жил маленький мальчик по имени Марк. С самого рождения он был особенным, но никто не знал, что его особенность скрывает в себе страшную болезнь, которая не поддается лечению. Его мать, Саманта, замечала, как постепенно его здоровье ухудшается. Он часто страдал от носовых кровотечений, и ему становилось все труднее есть и пить. В деревне не было нужных врачей, а те, что были, разводили руками. Болезнь Марка была неизвестна, и не было ни одного лекарства, которое могло бы помочь. Саманта не могла смириться с тем, что ее сын, единственная радость в жизни, день за днем терял силы. Она пыталась искать помощь, но все попытки казались тщетными. И вот, однажды, возвращаясь с рынка, она неожиданно встретила свою старую школьную подругу Лизу. Они не виделись много лет, но в этот момент встреча была как свет в темном туннеле. Лиза предложила Саманте встретиться в баре, чтобы поболтать и, возможно, хотя бы немного отвлечься от тревог. Саманта вернулась домой, но ничего не изменилось, Марк все так же страдал. С трудом улыбнувшись, она отправилась в бар. Вечер оказался долгим. Подруги говорили обо всем, кроме болезни Марка, но все же в какой-то момент Саманта не выдержала. Она рассказала Лизе о своей беде, о том, как бессильна она перед болью сына. Лиза выслушала, успокоила, а потом тихо сказала, что знает кого-то, кто может помочь. На следующий день Лиза позвонила Саманте и предложила встретиться. Взволнованная, Саманта приехала к ней, и Лиза рассказала о своей бабушке, жившей в лесу. Бабушка была известна своими необычными знаниями о травах и древних рецептах, которые помогали, когда традиционная медицина была бессильна. Саманта согласилась на встречу, хоть и сомневалась. Бабушка Лизы, старушка с пронзительным взглядом, встретила ее с любезностью, но сразу же настояла на том, чтобы провести осмотр. Она посмотрела на Марка и сказала: «Это паразит, но его можно победить». Бабушка объяснила, что болезнь вызвана паразитом, и для его изгнания нужно особое лекарство – экстракт цветка пылающей лилии. Этот цветок растет только на вулканах, и найти его будет нелегко. Саманта, понимая, что для спасения сына ей нужно будет пройти через многое, почувствовала страх. Но бабушка предложила альтернативу: смесь трав, которая могла бы улучшить состояние Марка, пока она будет искать способ достать цветок. Однако Марк был не просто мальчиком, который терял силы. Он был чутким и любящим. Однажды, когда он прогуливался по лесу, он нашел ворона с поломанной лапкой. Мальчик, не раздумывая, помог ему, принес его домой и заботился о нем, как о маленьком друге. Он нарисовал картину пылающей лилии, чтобы как-то выразить свою мечту найти этот чудесный цветок. Саманта, почувствовав, что этот момент связан с ее надеждой, показала рисунок ворону, как бы надеясь, что тот может понять. Ворон, внимательно взглянув на картину, взлетел и исчез в небе. Мать Марка подумала, что это была просто фантазия, и усомнилась в том, что ворон действительно может помочь. Но через несколько дней ворон вернулся. Он принес с собой пылающую лилию, изящно прицепленную к лапе. Саманта была потрясена. Она приготовила настой из лепестков цветка и дала его Марку. С каждым днем мальчик становился сильнее. Его здоровье восстанавливалось, и скоро он вернулся к нормальной жизни. Марк выздоровел, и его радость была безмерной. Ворон, ставший их верным другом, остался с ними, прожив остаток своих дней как любимый питомец. Саманта же, несмотря на все трудности, наконец обрела спокойствие, зная, что ее сын вернулся к жизни, а ее надежда стала реальностью. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, где вас ждет еще много интересного.